Весы, мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад – события ближайшего будущего. Таро на неделю с 13 по 19 мая. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не рассказывает о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, глядя на метафору карт, какую-то подсказку вы все же получите, или мы с вами проведем приятное время. И кроме того, я оставлю ссылку в описании под видео. Приглашаю вас прочитать гороскоп на май месяц для всех знаков зодиака на моем сайте. И первый вопрос в нашем еженедельном прогнозе. Что важно знать? Чем вам придется заниматься, мои дорогие весы? Чего не избежать? Неожиданности, как видят карты. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать для вас в плюс? Что скрыто? По основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Посмотрим энергии. Что нам скажут карты про энергию денег на неделю? И личная жизнь, как на неделе. Паж кубков. Есть радость. Может быть, вопросы, связанные с вашими детьми, которые тоже будут к успешному решению на этой неделе складываться. Или сама по себе карта говорит о хорошем настроении, о добрых новостях или каких-то возможностях. Позитивное отношение к жизни, поэтому что важно знать? Быть где-то больше в собственном гармоничном балансе. Не случайно вы, мои дорогие весы, и ваша сильная сторона – это дипломатия. Вот со всеми можете договориться, даже если вас что-то не устраивает, хотя карта как раз об этом не говорит, но такой позитивный настрой явно вам помогает. Что важно знать, мы спросили. Неожиданности, а в душе может быть совсем другое. Король мечей. Есть какая-то реальность, которую вы правильно оцениваете. Вот так холодно, здравым рассудком. Видите ситуацию, кто бы вам тут что ни говорил, вас будет сложно обмануть. Может быть, обстоятельства вокруг вас так складываются, что вам приходится быть реалистом. Да, есть хорошее настроение, но в то же время не хочется смешивать ни чувства и какую-то конкретику дел. Вы можете обращаться по этой карте к высоким чиновникам. Увы, все же в неожиданностях у нас выпадает карта, несмотря на то, что первая карта положительная, как раз к радости, но тем не менее вы можете столкнуться с представителями законной власти. Почему нет? Ну, кто-то буквально превысив скорость, поэтому скорость не превышайте. Тут в неожиданностях у нас эта карта выпадает. Все закончится хорошо. С учетом пажа кубков вы сумеете договориться, как-то нейтрализовать любую обстановку, мои дорогие весы. Но это благодаря тому, что вы правильно оцениваете ситуацию. Здесь больше рационализма, прагматики и интеллекта. Для кого-то из вас в неожиданностях вы получите бумагу или вам нужно будет отправиться к чиновникам. Иногда эта карта говорит еще и когда мы проходим обследование, обращаемся к врачам или стоматология. Люди, работающие с металлом, тоже проходят по этой карте. Или это может еще говорить о том, что вопрос, может быть, для кого-то из вас в суде, и вы будете обращаться к юристам, адвокатам. Вот такая совершенно разносторонняя карта, помимо того, что она еще и ваш где-то знак зодиака олицетворяет. Но объединяет вот множество значений именно рационализм, логика и правильная оценка любой ситуации. В неожиданностях, что бы ни происходило, сильная позиция. Вы, правда, можете любое дело как-то повернуть в свою сторону и останетесь довольны. Чему сейчас не время? Позиция сильная, но не время это демонстрировать. Все то, что я только что сказала. Вы правильно, может быть, видите обстоятельства, а вокруг вас люди как-то по-другому. К вам могут обращаться, где-то прочувствовав интуитивно, что у вас сейчас что-то либо складывается хорошо, либо идет на подъем, чтобы вы кого-то поддержали. А все-таки быть рациональным вам придется. Возможно, вы кому-то скажете «нет», но тогда это нужно делать в корректной форме. По карте сила, эмоции рвутся наружу, правда. И поэтому излучаете или транслируете вы гармонию, а в душе у вас может быть пожар, мои дорогие весы. Может быть, и не для всех.
Для кого-то злость, кстати, может быть с учетом этих карт. Есть эмоции, которые рвутся наружу. Ведь по карте сила у нас лев изображен на короткой цепочке. Дева прекрасная держит его. Так вот, наши эмоции должны быть на коротком поводке. Любые, как и с плюсом, так и с минусом. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это вы, ну, может быть, в вашем союзе, в личной жизни. На кого-то действуете именно так, что есть человек, который страстно желает быть рядом с вами. Но, значит, не время манипулировать где-то. Вот ведь это карта манипуляций. Сильная позиция, но как-то очень грамотно распределить энергию, силы, время, свои возможности. Или наоборот сконцентрироваться на своих желаниях. Не должно быть просчета, с другой стороны, по этой карте, чему сейчас не время, мы не настаиваем на своем. Что же вам помогает? Победа. Еще нам говорят о вашей сильной позиции, но в других энергиях. Правда, что бы вы ни чувствовали, как бы вы ни видели обстановку, вам придется быть дипломатом, мои дорогие весы. Победа есть. И карта-то говорит, да, это помогает, сильная позиция. Но задача этой карты – удерживать позицию, вот эту победу. 50% успеха, достичь чего-то или, ну, получить желаемое. Или оказаться в какой-то нише по работе, по взаимоотношениям. Остальные 50% придется удерживать собственной позиции. И это в целом все помогает. Нет рывка какого-то. Поэтому дипломатам, ну, как минимум, быть придется. Что скрыто? А какой-то большой проект или продолжение отношений. Ведь у кого-то вот эти карты могут проиграться по личной жизни, когда вы не согласны со своим партнером. И вам придется быть дипломатом, хотя вот так, если на чистоту, на откровенность с самим собой, вы можете кардинально не сходиться во мнении. Или, мои дорогие, может быть, это у вас есть партнер, который тоже, как и вы, принадлежит или по асценденту, или по солнечному знаку. Это стихия воздух. Весы, близнецы или водолей. И тоже есть какие-то моменты, нюансы, когда нужно достичь определенного соглашения, у вас все получится. Но эмоциональность чрезмерная, она может повредить и лишиться вы можете какого-то долгоиграющего проекта или то, что для вас будет означать в последующие годы. Даже часто я эту карту называю рыцарь Пентаклей марафонского забега лет на 10-20. Значит, есть какой-то нюанс, который вас может где-то не устроить. Или вы видите ситуацию как-то совершенно по-другому. Но не прошляпить какие-то возможности и удерживать собственные позиции. Вот задача номер раз. Или удерживать собственную победу. Потому что даже какой-то проект по части, среди вас очень много людей, которые занимаются творчеством. Ну, значит, даже если что-то идет не с теми нюансами, которые вы предполагали, или любая обстановка, у кого-то она может притормаживаться, а у кого-то наоборот, пойти не в том ключе, как тоже вам бы этого хотелось. Ну, будьте рассудительны, будьте благоразумны, не повредите себе, потому что по этой карте идут деньги, которые в рост. Или деньги, или доход, который для нас тоже с каким-то прогрессом на долгий период времени. И то, что надежно, ведь это очень важно в нашей жизни. Дела, работа, бизнес. А у кого-то на кону семейное счастье, личное счастье, может быть, какое-то недавнее знакомство или перевод отношений на новый уровень, получение статуса нового. Карта императрицы, статусная карта, карта власти. И у кого-то статус через личную жизнь, у кого-то через ваши личные достижения, амбиции. Это всегда образ нового «я». Это отказ от каких-то прежних наших убеждений, от прежних методов работы, от прежних отношений, может быть, когда мы тоже какую-то концепцию выстраивали, были уверены, что нужно делать вот именно так. А теперь обстоятельства складываются, жизнь меняется, понимаем, да нет, далеко я не уеду, если буду действовать в каком-то прежнем ключе. Все же эта карта предусматривает, что мы себя перестраиваем. Но это одна из самых благополучных карт, и у вас выпадают дела, работа, бизнес.
что бы вы себе ни напланировали на эту неделю и на последующие, все же, когда старшие арканы выпадают, это дистанция не в 7 дней, а недели 2-3, где-то так. И поэтому вот какую-то свою тему или тот вопрос, который будет для вас важен, вы будете сохранять свои позиции, сохранять уже достигнутое и что-то продолжать. Не только на этой неделе, а практически до конца мая. Правда, май у нас благоприятный месяц, и тут главное не расслабиться, понимаете? Потому что будет хотеться расслабиться. Ну, небо мая достаточно доброе и располагает к тому, может быть, и погода, когда больше хочется отдыха. А нет, тут нам не совсем про отдых, ни одна карта про отдых не говорит, мои дорогие, но сильная позиция практически на все ваши дела. Но как это осуществить, и это вам надо рационально решать. Финансы. Финансы отчасти могут задерживаться. Или вы сами можете поставить на паузу какие-то свои траты с учетом всех этих карт. Деньги есть у вас. Нам об этом уже говорят карты. В целом сильная позиция. Но, может быть, какой-то проект вы себе планируете. У кого-то это переезд. Или вложение капитала, может быть, на последующее. Вы куда-то планируете инвестиции какие-то. Или инвестиции в себя. Отправиться на учебу. По этой карте могут быть и задержки, кстати, с деньгами. Или вы будете готовить какой-то документ, который тоже требует времени. Финансовые какие-то документы. С учетом семерки пентаклей за какой-то срок. Может быть, декларация у кого-то может проиграться. Но здесь все сохраняем. В целом, говорит карта о сильной позиции. Все-таки дерево. На дереве растут пентакли. И дерево уходит глубоко корнями в землю. Поэтому ваша сильная позиция. Но разумные траты. В личной жизни. Шикарная карта, люблю ее, потому что это всегда говорит, какой-то наш жизненный этап уже закончился. И поэтому по личной жизни, правда, с учетом карты императрицы, когда вы переводите свои отношения на какой-то новый уровень. У каждого здесь по-своему. Но для кого-то это может быть конкретный процесс обучения, когда вы себе запланировали изучать языки или освоить какую-то новую профессию, или навыки какие-то получить. Или ваша жизнь, мои дорогие весы, тоже меняется. Она требует как и сохранения уже достигнутого, так и быть открытым миру. Быть готовым буквально что-то изучить, изменить себя и нового я, мы говорили, с учетом карты императрица, для того, чтобы какой-то последующий прогресс, и у нас 2 карты финансовых выпадают, был осуществим на 1000%. Осторожность, мои дорогие весы, вам точно не помешает, и рациональное отношение, пожалуй, ко всем сферам жизни. В личной жизни тоже, тем не менее. Потому что могут быть такие разноплановые эмоции. Вы можете быть с чем-то не согласным, или ваш внутренний рационализм вас может подталкивать высказать что-то или с кем-то не согласиться. Даже если вы не согласитесь, то вам придется проявить дипломатию, чтобы сказать об этом, потому что в целом должен быть мир, покой вокруг вас, что важно знать. У нас с этого все началось. Или даже если вопросы, связанные с вашими детьми, это вы можете, кстати, заниматься решением дел каких-то даже детей, взрослых, если дети поступают куда-то учиться. И тогда как проплатить? Вот такие для кого-то темы тоже могут быть актуальны. Но никогда не будет как прежде. Для вас идет сейчас период прогресса. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.